Всем привет! Сегодня у меня на обзоре второе поколение флагманских беспроводных наушников от компании OnePlus, а точнее их немного упрощенная версия под литерой R. По сути, разница между глобальными версиями OnePlus Buds Pro 2 и Buds Pro 2R состоит лишь в том, что у последних по функциям отсутствует катушка беспроводной зарядки в кейсе, а также версию R лишили опции пространственного аудио. Во всем остальном же это абсолютно одинаковые наушники. По-хорошему, в недостающих опциях у меня как у пользователя потребности нет. Как по мне, беспроводная зарядка полезна лишь в случае наличия такой же реверсивной в смартфоне, а что касается звука на 360, то подобное я уже пробовал в других моделях и особо этим не проникся. При прослушивании музыки это только мешает. В любом случае, у вас может быть и другое мнение на этот счет, но разница в цене между версиями составляет примерно $30, которые лично я за это дело переплачивать не готов. В общем, свою позицию по данному вопросу я озвучил, так что теперь расскажу про сами наушники. На данный момент OnePlus Buds Pro 2R продается в двух цветах – белым и черным. Я, как можно заметить, выбрал последний. И вот в сравнении с предыдущим первым поколением внешних изменений здесь случилось минимальное количество. Производитель использовал все тот же суперприятный тактильно-матовый пластик на корпусе кейса и наушников, а также никуда не делась металлическая петля с доводчиком крышки. Статусный индикатор, как и прежде, расположен на передней стороне, а разъем для зарядки сзади. Кнопка сопряжения и сброса находится внутри между посадочными местами самих наушников. И если для первичного сопряжения со смартфоном она скорее всего не особо понадобится, наушники поддерживают технологию Google Fast Pair, то вот для использования гарнитуры с двумя устройствами эта клавиша нужна. В модели имеется полноценный мультипоинт на два девайса, и для второго сопряжения как раз таки понадобится перевести кейс в состоянии поиска, зажав кнопку до появления белой мигающей индикации. После чего уже можно подключать наушники к ноутбуку, планшету или же второму смартфону. Так как мультиподключение работает полноценно, то наушники интуитивно понимают, каким девайсом вы пользуетесь в данный момент. И никаких действий, к примеру, для принятия входящего звонка на телефоне, если вы в моменте пользуетесь подключенным планшетом, предпринимать не нужно. Эта история хоть и не нова, но актуальна и весьма удобна. За связь с устройствами в наушниках отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.3. Подключение быстрое, сигнал стабильный. Преграды в виде пары стен в квартире преодолевает легко. Емкость встроенного аккумуляторного блока кейса составляет 520 мАч, а в каждый наушник поместили батарею на 60. Быстрая зарядка от футляра также поддерживается. 10 минут внутри обеспечит до 3 часов дополнительного проигрывания музыки. Каждый наушник оснащен двухдрайверной звуковой системой из 11-мм басового динамика и 6-мм твиттера для средних и низких частот. Для обеспечения работы звуковых фильтров, а также для осуществления телефонных разговоров в конструкции предусмотрены по 3 встроенных микрофона. Плюсом ко всему, каждый наушник оборудован еще и встроенным датчиком автопаузы. Они работают корректно как вместе, так и по отдельности в обе стороны. И вот все это великолепие прекрасно уместилось в прошлогодние корпуса, не претерпев особых внешних изменений. Сами наушники с комплектными насадками сели в мои уши просто идеально, никакого дискомфорта от длительной носки я не испытывал на протяжении всего времени использования, а хожу я в них сейчас постоянно. Возможно, что так будет не у всех, но мне наушники показались очень удобными в принципе как и в случае первого поколения. Для управления функциями медиаплеера и активации фильтров на хромированных частях ножек предусмотрены сенсорные площадки под сжатие, что априори предотвращает любую возможность получить мисклики. Лично у меня с этими действиями во время эксплуатации никаких проблем по удобству и отклику не случалось. Сенсорика отрабатывает четко, команды выполняются быстро. Для полноценного раскрытия всего потенциала наушников необходимо воспользоваться их настройками. Для родных OnePlus-овских смартфонов это можно сделать прямо в оболочке интерфейса. Для всех же других необходимо скачать приложение Hey Melody из местных магазинов приложений на Android и iOS системах. Как обычно, здесь можно посмотреть уровни зарядов как кейса, так и каждого из наушников в процентах. Еще можно настроить жесты управления, хотя особо разгуляться не получится. Для выбора доступны плей-пауза, переключение треков вперед и назад, вызов ассистента и активация игрового режима. К сожалению, регулировку громкости ни в каком виде на наушники не завезли, что в свою очередь весьма печально, ведь даже Realme в нынешнем году по этой части предоставили такой выбор в своих 5 Pro наушниках. Их реализацию мы обязательно с вами посмотрим, как только они приедут. Ну а сегодня все внимание на OnePlus.
Как обычно, из настроек никуда не делся и бар аудиофильтров. Переключение между ними можно осуществлять как со смартфона, так и непосредственно с наушников, зажав сенсоры на одной из ножек. Оповещение происходит системными звуками без человеческой речи, что в свою очередь дает нам отличную возможность купить даже китайскую версию модели. Активное шумоподавление максимально может убирать сигнал до 48 дБ. Не могу сказать, что справляется оно с этим очень даже хорошо. При всем при этом, как бы это правильно сказать, оно приятно и плавно активируется, без раздражающего эффекта вакуума в ушах. То есть вот это самое чувство приглушенности просто наступает без резкого напора. Эффект довольно приятный и, что характерно, необычный. Испытав все имеющиеся градации шумодава, я как обычно остановился на адаптивном, ведь алгоритм определения уровня шума настроен здесь хорошо. Тоже могу сказать и о режиме проницаемости. Он не имеет эффекта слухового аппарата и, как в случае с ANC, активируется плавно, приятно транслируя все окружающие звуки без перегрузов и сильных акцентов на высокочастотном диапазоне. Дело все в том, что в прозрачном режиме я нахожусь практически постоянно, так что его работа в наушниках для меня очень важна. Будь ты за рулем или просто на улице, мне необходимо слышать, что происходит вокруг. Это моя личная альтернатива некогда любимому формату вкладышей. И так уж вышло, что здесь проницаемость работает отлично. Но вопросов по этой части у меня нет. Теперь что по звуку. Этот раздел будет многим интересен, ведь как ни крути, это все же в первую очередь наушники, и реализация передачи звучания очень даже важна. Начну с того, что мой основной смартфон хоть и от бренда OnePlus, но не поддерживает заявленный кодек LHDC, однако я не смог пройти мимо него. В течение нескольких недель тестирования у меня была возможность послушать музыку и с этим кодеком тоже. Так вот, после прослушивания как потоковой музыки, так и закачанных в смартфон треков, я сильной разницы с аудиокодеком AAC не услышал. Наушники играют одинаково великолепно. В итоге я пришел к выводу, что больше профит в данной ситуации дает настройка персонализации звучания. И вот если вдруг вы решили себе прикупить данную модель, то я настоятельно рекомендую присесть где-то в тишине и пройти тест на золотой профиль звука, который находится в настройках. После чего уже можно смело играться с готовыми пресетами или же включить встроенный ручной эквалайзер. При таком подходе наушники реально начинают звучать по-другому, нежели сразу из коробки. В звуке появляется больше объема, он становится более свободным, прилично добавляется глубина и ширина сцены, а также отдельным регулятором можно прикрутить больше баса. При этом данная опция работает отдельно от имеющихся пресетов. Определенно наличие двух драйверов в конструкции играет ведущую роль в такой гибкой регулировке. Никаких резких просадок по частотам не происходит, даже если добавить максимальное количество баса, либо наоборот немного его прибрать. Наушники звучат драйвово с хорошей атакой и четкостью. Даже несмотря на AAC кодек, звучание в них выходит очень крутым и вполне сопоставимо с Hi-Res. В общем, если говорить исключительно про звук, то это одни из лучших наушников по этой части, что я слушал в недавнем времени. Плюсом ко всему, они очень громкие, запаса тут более чем достаточно. Даже я с явно испорченным слухом на максимальной громкости их не слушаю, мне хватает процентов 80. Но традициям я не изменяю, и свой тест автономности я проводил на максимальном уровне громкости. Аудиокодек AAC, сбалансированный пресет по умолчанию, активный золотой профиль звука и без фильтров шумоподавления. При таких раскладах наушники на одном заряде продержались 5 часов и 49 минут. Результат превосходный, учитывая условия и абсолютный максимум по громкости. Из дополнительных функциональных возможностей, помимо полноценного мультипоинта, о котором я рассказывал в самом начале, на борту имеется Zen Mode, релакс-режим с различными звуками природы, а также классическая игровая опция с низкой задержкой. Что касается последней, то здесь все без особых сюрпризов. По моим тестам наушники имеют небольшую задержку от 120 до 160 миллисекунд, при этом иногда я ловил даже 80. Но опять-таки, если играть по случаю, то такая задержка на слух будет практически незаметна. Тем же, кто очень серьезно относится к таким делам, играть все же лучше на проводах. При всем при этом, во время онлайн просмотра видеоконтента проблем с отставанием звука на слух вообще нет, так что YouTube можно смотреть комфортно. Ну что же, вроде бы про все аспекты наушников я рассказал, и настало время послушать работу встроенных микрофонов. Тестов я постарался сделать побольше в различных условиях, так что надеюсь, будет более чем показательно. Итак, друзья, добрались мы все-таки до финального этапа данного обзора. Это тест работы микрофонов, наушники OnePlus Buds Pro 2R. Собственно, решил сразу начать с такой тяжелой, сложной локации. Здесь у меня по правую сторону, собственно, сильный такой плотный поток машин. Плюсом ко всему, в данный момент подо мной вот электричка проезжает.
Ну и еще до кучи в лицо задувает легенький летний ветерочек. То есть нагрузка здесь очень сильная. Соответственно, не все наушники подходят такие локации, но эти наушники дорогие, так что да, в целом. Ну, должен был протестировать их именно в этой локации. Тестов сегодня еще будет довольно-таки много, так что не переключайтесь, будет интересно. Ну а мы продолжаем тестировать микрофончики в наушниках OnePlus Buds Pro 2R. Сейчас у меня традиционный автомобильный тест, который проходит абсолютно все ТВС-наушники, которые попадают ко мне в обзоры, ко мне на канал. Собственно, вот таким вот образом сейчас можно слышать, как отрабатывают микрофоны в закрытом автомобиле. У меня окна сейчас закрыты. Ну и я на полном ходу их открываю, тем самым создавая порывы ветра искусственно. Мне сюда сквозняком залетает ветер, есть шум от дороги, от проезжающих мимо автомобилей. А это у нас Ярославское шоссе, проспект Мира. Собственно, вот таким вот образом это все работает. Скорость порядка 70-80 км в час. Ну и вот как-то так здесь отрабатывают, собственно, встроенные микрофоны. Можно послушать и оценить их качество. Друзья, ну это уже тест работы микрофонов в наушниках OnePlus Buds Pro 2R и непосредственно в торговом центре. Сейчас вот мимо меня, кстати, проезжает поезд детский. Но в целом здесь не особо шумно, поэтому можно примерно прикинуть, как в таких условиях вас будет слышать собеседник, если вы будете с ним разговаривать по данной гарнитуре, находясь в какой-то такой локации, то есть с минимальным количеством нагрузки в плане ветра и каких-то там посторонних шумов, но при всем при этом здесь достаточное количество эха. В общем, как-то так. Ну, еще один коротенький тест, не отходя, как говорится, от торгового центра. Я сейчас на парковке стою, здесь дует сегодня ветер, такой сильный. Вот сейчас я повернулся к нему лицом, то есть мне сейчас в оба уха задувает ветер, и примерно можно прикинуть, как отрабатывают здесь встроенные микрофоны при вот таком сценарии использования. И так вот примерно вас будет слышать собеседник, если микрофоны будут подвергаться вот такой вот сильной нагрузке. Ну и в качестве такого сравнительного бонусного эксперимента подключил сейчас свои Huawei FreeBuds Pro еще первого поколения. Это мои наушники постоянно уже пару лет точно. И, собственно, никак не могу им найти замену. Думаю, что вот эти OnePlus их заменят. Но по качеству именно микрофонов все-таки Huawei вне конкуренции мои самые любимые наушники. И, собственно, они ими остаются быть. Вот как-то так это все работает. Вот так вот сейчас ветер дует мне в лицо, и можно примерно сравнить и прикинуть, как отрабатывают здесь микрофоны и микрофоны в новых OnePlus. Ну и подводя сегодня некий итог, могу сказать однозначно, наушники OnePlus Buds Pro 2R получились очень классными. Конечно, хотелось бы получить уже хоть какую-то регулировку громкости с устройством, но похоже, что это нас ждет только в будущем. Что же касается остальных опций, то здесь все работает отлично. В принципе, в обзоре я все подробно рассказал. Есть еще небольшой вопрос к алгоритму работы шумоподавления разговорного микрофона, ведь как по мне он чрезмерно передавливает естественность голоса. Но учитывая современные тенденции, это уже скорее всего норма, нежели какое-то исключение. По-хорошему, под нагрузкой сам голос слышно, а сторонних звуков нет. Тут уже, как говорится, что кому важнее. Со своей же стороны я на 80% уверен, что эти наушники я оставлю на замену своим стареньким Huawei. И пусть микрофоны у последних работают чуть лучше, но вот звучание OnePlus намного интереснее. Но вполне возможно, что я поменяю свое решение с приходом Realme Buds Air 5 Pro. В любом случае, я обязательно об этом расскажу в своем обзоре. Ну а на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Спасибо, что посмотрели это видео. Лайк, подписка по желанию и до встречи в моих следующих обзорах. Пока-пока.